Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас прогноз на март 2026 года для стрельцов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогноз на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает стрельцов в марте 2026 года. Я напомню, что к началу марта вы приходите со скоплением планет в вашем третьем доме гороскопа. Третий дом — это дом документов, коротких поездок, дом друзей, братьев и сестер, и общения. И такое скопление в третьем доме гороскопа, конечно, неизбежно вызывает необходимость заниматься большим количеством дел, в том числе бумажных, куда-то ездить, о чем-то договариваться, оформлять и так далее. Но с 1 марта тенденция будет меняться, потому что 1 марта Венера заходит в ваш четвертый дом гороскопа и будет там до 26 марта. И в принципе это хорошо, потому что четвертый дом гороскопа — это дом ощущения, внутреннего ощущения счастья. А Венера — планета любви, красоты, творчества, уюта, комфорта. И, конечно, Венера, зайдя в ваш четвертый дом гороскопа, дом, который отвечает за недвижимость, транспорт, маму и место жительства, вот это вот внутреннее ощущение счастья, Венера наладит, поправит, принесет спокойствие, вот этого комфорта в то место, где вы живете. Возможно, поможет вам где-то с мамой наладить, улучшить отношения. Возможно, в этот период вы захотите заняться обустройством домашнего быта, украшательством, шторы, цветы, картины, текстиль. То есть ведь гнездышко по факту. И помимо этого у вас в транзите по четвертому дому гороскопа идет Сатурн, а Сатурн — это вот такой вот бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, у нас замораживаются наши чувства, но на помощь Сатурну, на спасение наших чувств и на то, чтобы мы немножко размягчили сердцем, заходит туда Венера. Поэтому вы можете почувствовать какое-то такое состояние, как будто бы вы стали легче дышать, как будто бы вам стало проще на что-то обращать, не обращать внимания, проще жить, проще, может быть, радоваться жизни. То есть Венера добавляет радости жизни в четвертом доме гороскопа. Но без каких-то ремонтов, наведения порядка, уюта здесь все равно не обойдется. Также Венера в четвертом доме гороскопа может дать желание заняться вопросами транспорта, выбора покупки транспорта. То есть транзит такой, который может дать вам покупку транспорта. И еще здесь есть указание на вложение денег в недвижимость, транспорт и на то, что вы можете покупать, дарить подарки в этот период маме. А 3 марта будет лунное затмение в вашем девятом доме гороскопа. Лунное затмение мы будем еще обозревать в отдельном видео. Какие будут результаты в зависимости от того, в каких градусах у нас будет затмение проходить и на каких точках. Будем смотреть символику в том числе. Но кратко можно сказать, что затмение в девятом доме гороскопа в ближайшие полгода может принести смену мировоззрения, конечно же, изменения в учебе, то есть поступление, например, на учебу, и перемены в руководстве, и все, что с этим связано, с отношениями с руководством и с органами власти. С 14 марта по 14 апреля в ваш четвертый дом гороскопа зайдет Солнце. И Солнце, кстати, вот оно как-то практически одновременно с этим затмением создает тоже тенденцию на то, что может поменяться руководство, может поменяться учителю, у отца могут быть какие-то перемены. Но также Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с местом жительства, недвижимостью, транспортом. Солнце
создает такие комбинации, как к вам могут приезжать домой представители органов власти, духовенства какого-то, либо какие-то а, яркие, знаменитые люди, какие-то, может быть, дети, какие-то вот такие вот, то есть люди, которые создают праздник, либо люди, которых уважаешь, к которым относишься вот так вот с трепетом, такие люди могут посещать ваш дом. В принципе, у вас дома могут быть какие-то праздники в этот период времени. И 19 марта будет новолуние в этом же четвертом доме гороскопа. Новолуние в четвертом доме гороскопа — начало чего-то нового, то есть может быть поездка, переезд, прописка, но глобально, если у вас есть это в планах, то покупка машины, покупка квартиры и какие-то перемены могут быть у мамы, начало чего-то нового в жизни мамы, нового этапа какого-то. А 20 марта выходит из ретроградного движения Меркурий в вашем третьем доме гороскопа и таким образом дает возможность завершить какие-то вопросы, которые у вас могли застопориться после 26 февраля, когда Меркурий пошел в ретроградное движение. И в первую очередь эти вопросы связаны с какими-то документами официальными, дающими вам какой-то статус, с подписанием контрактов, заключением договоренностей, в том числе договоренности в браке, в команде, в отношениях. То есть если у вас где-то заключение какого-то соглашения, либо получение какого-то официального документа застопорилось, то вполне вероятно, что в этот период уже у вас что-то разрешится. До конца марта Меркурий будет еще идти по вашему третьему дому гороскопа, то есть это еще может тянуться, пока что быть актуально. А с 26 марта по 19 апреля Венера пойдет по пятому дому гороскопа, и это период начинать планировать какой-то отдых, развлечения, либо хотя бы одним вот глазком заглянуть туда, потому что Венера — планета творческая, планета комфорта, отдыха и планета красоты, удовольствия. Пятый дом — это тоже дом творчества, дом романтики, влюбленности, дом развлечений, дом различных мероприятий, дом ментального нашего состояния. Поэтому Венера в пятом доме гороскопа, она может давать желание позалипать в сериалы, пойти куда-то на какое-то развлекательное мероприятие, заняться творчеством, наладить отношения с детьми. Вы можете получать какие-то предложения по участию в конкурсах, по участию в каких-то мероприятиях, но еще есть тенденция, что у некоторых из стрельцов будут экзамены какие-то соревнования, может быть, дети могут участвовать тоже в каких-то соревнованиях. Или же еще может быть такое, например, прохождение медицинского осмотра для поездки на отдых, или прохождение медицинского осмотра для ребенка, чтобы его там куда-то устроить, или для учебы, то есть преодоление каких-то препятствий, либо сбор каких-то бумажек для учебы, для детей, для того, чтобы посетить какое-то мероприятие или куда-то поехать. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на март 2026 года для стрельцов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.